Всем привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как можно сделать вот такой необычный новогодний декор в виде коньков, которые можно использовать вместо обычного рождественского веночка. Основу для коньков буду делать из пеноплекса, и сначала мы сделаем ботинок, а уже потом лезвие. По шаблону я вырезала нужную мне заготовку и немного скругляю края. Делаю так по всей основе, кроме каблука, после чего при помощи наждачной бумаги сглаживаю все неровности. После того, как основа готова, приступаем к оформлению. Сверху коньки у меня будут из вот такой бежевой ткани, не знаю, как она называется, но очень похожа на бархат. У меня это платье, которое я купила в секонд-хенде специально для этих целей. Но для начала оклеиваю основу вот такой тонкой тканью, для того, чтобы еще больше сгладить все края и чтобы даже маленькие неровности не были заметны. Я оклеиваю вот такой серой тканью, раньше это была кофточка, которую я тоже взяла там же, где и платье. Оклеивать буду полностью всю заготовку, кроме каблука. Ну и в принципе, если вы изначально подберете для себя более плотную ткань и вам будет нравиться, как она смотрится на основе, то этот шаг можно пропустить. Сверху я оклеила коньки основной тканью, сделала все точно так же, после чего приступаю к оформлению каблука. Для этого использовать буду эко-кожу, которая ждала этого момента уже лет 5 так точно. Ранее покупала ее для всяких детских заколочек и резинок. Можно попробовать вырезать заготовки по шаблону, я решила вырезать по готовой основе, потому что даже если где-то срезала лишние пару миллиметров на самой основе, то размер каблука может не подойти. Вы делайте так, как удобнее вам. Каблук оклеиваю только сбоку и с лицевой стороны, после чего будем делать лезвие. Как сделать лезвие, я придумала вариантов 10 точно и скажу сразу, что самым быстрым и, наверное, простым вариантом будет вырезать его сразу из пеноплекса вместе с основной заготовкой. Но мне хотелось создать тот эффект именно объема, поэтому решила делать его отдельно. Изначально хотела использовать вот такую картонную подложку, которую использую для тортов. Еще рассматривала вариант сделать из глиттерного фоамирана. Можно было просто окрасить в серебряный цвет, но потом я увидела вот такую серую с металлическим отливом эко-кожи и остановилась на этом варианте. Она, кстати, очень тонкая и идеально подошла для этой работы.
Основа лезвия у меня из плотного картона, и после того, как я оклеила заготовку, заметила, что лезвие немного не держит форму. И хорошо было бы сделать две такие заготовки, склеить их между собой, тогда бы лезвие было плотнее, но в процессе работы я почему-то об этом даже не подумала и решила укрепить все проволокой. И чуть не забыла сказать, что ссылки на все шаблоны я, как всегда, оставлю в описании под видео. На основании лезвия тоже приклеиваю небольшие кусочки проволоки, после чего обратную сторону заклеиваю кожей. Готовое лезвие примеряю к основе, делаю для него отверстие и вклеиваю при помощи полимерного клея Титан. Я очень долго думала, как и из чего сделать эту работу, чтобы она была максимально реалистичной и не выглядела как детская поделка. Вариантов рассматривала много, ну и с радостью бы почитала, как бы вы сделали подобную работу. Когда уже есть какой-то пример, из чего начать, идей возникает намного больше. Чтобы обратная сторона тоже была красивой, из картона вырезаю заготовку по размеру основы. Оклеиваю тканью, которая все от того же платья, и приклеиваю на клей ПВА. Он не дает толщину, неровности и хорошо фиксирует ткань. Ну а если у вас есть, то можно использовать клей-карандаш. Прежде чем закрыть обратную сторону, сначала приклеиваем ленту, на которой наш декор будет держаться. У меня пара коньков, поэтому один конец ленты приклеиваю на один ботинок, а второй соответственно крепим на второй. Сверху буду приклеивать мех, но вместо него по кругу можно оклеить какими-то пушистыми вязальными нитками. Ну и завершающим этапом в оформлении коньков будут металлические заклепки. Для этого использую вот такие люверсы, их можно купить в швейных магазинах или в отделах с товарами для декупажа. Размещаю на основе, после чего при помощи шила делаю отверстие. Дополнительно еще подрезала ткань ножничками, чтобы люверсы хорошо входили. Ну и приклеивать буду на тот же полимерный клей. Изначально хотела через эти люверсы добавить шнуровку, но по итогу решила, что в моей работе она будет лишняя. Ну а вы смотрите сами, если вам приглянулась эта идея, то почему бы и нет. Еще, как видно, одну основу я немного запачкала в клей. Когда приклеивала люверсы, у меня капнула капелька. После высыхания это пятнышко не так заметно, но все равно будьте аккуратны.
Теперь все готово и можно приступать к декору. Я для этого использую искусственные веточки, елочные шары, ягодки, снежинки, крепила все на проволоку точно так же, как и в этих варежках, которые мы с вами делали ранее. Кстати, именно после того, как я закрепила на варежке коньки, мне пришла идея сделать их отдельным декором. Веточки и весь декор размещаю, как мне больше нравится, иногда каждую веточку и игрушку примеряю по несколько раз, смотрю, где она будет лучше смотреться. Еще не забываем, что у нас все-таки пара коньков, поэтому декор стараемся делать похожим, так будет намного симпатичнее. Я обычно в таких случаях сначала украшаю одну основу, а на второй делаю все точно так же, только в зеркальном порядке. Мне так нравится намного больше. В конце добавляю бантики с той же ленты, которую использовала в качестве подвеса. Делаю его точно таким же образом, как и на варежках. Сначала склеиваю между собой два самых обычных бантика, после чего скрепляю посередине лентой, а затем все той же лентой закрепляю вокруг подвеса. Так бантик будет подвижный и можно будет регулировать высоту коньков. На этом моя работа готова, мне очень нравится конечный результат, все получилось именно так, как я хотела. Ну а если вам нравится такая идея декора, пишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваше мнение. Также не забывайте подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны, впереди будет много интересных работ. Ну а я с вами прощаюсь и увидимся уже совсем скоро.